Всем привет! Вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим обзор второго матча легендарной суперсерии 1972 года. Гарри Синден после провала в первой игре сделал большое количество изменений в составе сборной Канады. На лед вышли аж 8 новых игроков. Кен Драйден даже не попал в заявку на матч, а место в воротах занял Тони Эспозито. Проиграть и в этой игре для Канады было бы настоящим позором, поэтому настрой всей сборной был запредельным. В составе сборной СССР Бобров поменял двух игроков. Вместо Блинова и Викулова появились Старшинов и Анисин. Зрители после первого матча уже очень громко встречали наших хоккеистов. Особенных оваций удостоились Якушев, Харламов и Третьяк. Вторая игра серии проходила в Торонто, естественно, при переполненных трибунах, которые требовали реванша. Подписывайся, если любишь хоккей прошлого. Cleared it back at center ice, and Canada clear the puck in. Ellis racing after it. Raglan was over on the wing. Первый момент. Канадцы ошибаются на синей линии, Якушев перехватывает шайбу, убегает и бросает мимо. Не стал делиться с Зиминым. Петров неуклюже запутался в шайбе, Эспозито с упора бросал, но Третьяк съел его. Контратака Канады, Гусев проваливается и Элис сходу бросает, но это хлеб для Третьяка. Гусев ошибается в передаче и уже Кэшман бросает, Третьяк отразил. Наши в большинстве. Мальцев деловито выглядывает передачу, великолепно находит Харламова, но отдадим должное Тони Эспозито. Еще один провал, и Кларк бросает с угла, но это для Третьяка семечки. Харламов начинает свой проход, накручивает буквально троих, но Старшинов мимо. А Харламов и Старшинов тут же создают момент Мальцеву, Эспозито подтащил. Первый период закончился без заброшенных шайб. Второй период. Мишаков классный пас. Михайлов проходит и бросает, но Эспозито-младший выручает. Добивание Гусева. Вновь Тони. Канадцы в большинстве. Наши ошибаются на своей синей, и Эспозито мощно бросает. Третьяк тащит. Курнае привозит капитально, а Шадрин зацепился за усы и не забил. Возможно, Лапойнт избил Шадрина, но мешал как минимум. Рядом с нашей скамейкой появляется руководитель нашей делегации в суперсерии Андрей Старовойтов в костюме слева и, видимо, через переводчика что-то выясняет у судьи. Справа мы видим Валерия Васильева, который сегодня не играет, он жует жвачку. Старовойтов, видно, не соглашается, а оказалось, у нас удаляют Зимина. В картинку это не попало, за что удаление. Вместо удаления Лапойнта в итоге еще и мы остаемся в меньшинстве. Кстати, Старовойтов в прошлом уважаемый арбитр в хоккее, и именно он инициировал создание турнира «Приз известий». Савар из-за своих ворот в большинстве прошел спокойненько все поле. Третьяк даже глазом не повел. Лученко сломал клюшку, Петров сбил Эспозито, но канадцы оставили шайбу в нашей зоне. Из передачи Кэшмана Эспозито очень быстро руками на пятачке разобрался с Третьяком. 1-0.
Посмотрите, как радуются канадцы. Для них это важнейший гол. Лученко без клюшки не попадает коньком по шайбе, а дальше, что называется, клиент попал в руки Эспозито. Сделал он все мастерски. Хотя Кузькин мог ему помешать, но Эспозито, конечно, очень опасен. Эллис, убойная позиция, Третьяк намертво. Канадцы летят вперед, Курное промахивается с убойной позиции и в контратаке Зимин на Якушева, выход 2 в 1 и Якушев мажет. А дальше комичный момент, Эспозито зачем-то за воротами сбивает Фрэнка. Посмотрите, какая долгая и классная атака советских хоккеистов, и защитник Ляпкин оказался один на пятачке, но бросить нормально не смог. Тяжелые и мощнейшие броски у гигантов братьев Маховличей, но для Третьяка не проблема. А это знаменитый момент, когда Паризе у борта скинул шлем с Мишакова, а Мишаков в непривычной для наших игроков манере сразу скинул перчатки, но Паризе не стал с ним связываться. Мишаков никогда и никого не боялся, это будет дальше видно в суперсерии, и из нападающих больше всех ложился под шайбу. His players won't get any trouble. He's fallen down here, and there's a lot of pushing and shoving. I think the referee should have called this a lot sooner than he did, and that probably wouldn't have developed. Тройка Хендерсон, Эллис, Кларк наводила суету в серии. Эллис с упора имел шанс, Третьяк красавец. Вновь Кларк бьет Цыганкова у борта, и при падении Кларк на повторе бьет клюшкой специально Цыганкова, но удаляет только Цыганкова, плюс Харламова на 10 минут. После второго периода Канада ведет 1-0. Наши начнут третий период в меньшинстве. Еще и полпериода не будет Харламова. И это удаление в начале третьего периода сыграло. Смотрите, как Парк берет шайбу за воротами, тащит ее сам, а вверху экрана на высочайшей скорости раскатывается Курное и 2-0. Прекрасно сыграл Парк. Ждал, когда полностью разгонится Курное, отдал точно в клюшку великолепный пас, и Курное на разности скоростей легко ракетой уходит от Рагулина и переигрывает Третьяка. Гол в советском стиле. Какая же скорость у Курное. В НХЛ его прозвали «Бегун». Наши могли сразу отыграть одну. Якушев отдает в касание Зимину, Евгений в касание бросает, Тони тащит. Петров с неудобной набрасывает на пятак. Михайлов борется, но канадцы отбились. Михайлов попадает под жесткий силовой Бергмана. А Кузькин следом втыкается в Микиту. Кларк удален, Зимин отдает Паладьеву, а сам раскатывается. Паладьев ждет и выдает великолепный пас Зимину 1 на 1. Зимин промахивается, шайбу подхватил Ляпкин, пас на пятак Якушеву и 2-1. Как разыграли шайбу Зимин и Паладьев. Чем-то похоже на гол Парк Курное. Ляпкин затем классно подключился, опередил Бергмана и отдал Якушеву на гол. Тони Эспозито распечатала спартаковская пятерка. Шанс отыграться есть, еще 14 минут играть. У Якушева второй гол в серии.
Тут же Михайлов зарабатывает для нас большинство. Вот шанс отыграться моментально. Выходит опять на реализацию спартаковская пятерка. Но Эспозито вывел шайбу из зоны. И какую красоту сотворил Питер Маховлич. 3-1. Радости нет предела. С таким ростом Маховлич в стиле советских нападающих на замахе убирает Палладьева и красиво обыгрывает Третьяка. Ключевой гол. Вместо 2-2 мы получаем 1-3. Но шайба прям шедевр, еще и в меньшинстве. Обязательно нужно отметить еще и Эспозито. Игра раскочегарилась, наши в большинстве. Мишаков отдает, и Михайлов не попадает по шайбе, а гол очень нужен был. Лученко ошибается, Курное отдает ветерану Стэну Миките, но Третьяк оставил нас в игре. Но наши продолжили чудить. Анисин привозит в своей зоне, Микита отдает Фрэнку, и тот от штанги забивает. 4-1. Оставили Третьяка на растерзание, и братья-гиганты Маховличи, отличившись по разу за 2 минуты, отправляют в нокдаун нашу команду. Третьяка здесь не обвинишь ни в одном голе. They don't get it out. Makita now has deflected it into the corner. Now he's looking all the time. He misses it, comes back in his skate. Now he's got Mahovlich set up perfectly. And Frank... Тут же команды меняются воротами, середина периода, как по европейским правилам тех лет. Цыганков сольно прошел все поле и мощно бросил. Тони с трудом отбил. Не зря Курное прозвали в НХЛ бегуном. Опять он убегает и как интересно бросает, имея левый хват, бросает как бы правым. С Тони Эспозито угадали тренеры Канады. В ключевые моменты он подтащил. Михайлов здесь с разворота не смог его переиграть. Канадский реванш состоялся, довольно убедительный, 4-1. Кленовые поздравляют своего вратаря Тони Эспозито, который провел шикарный матч. А как вы считаете, повлияли ли не совсем понятные решения судей на результат игры, или все было по делу? Кто для вас стал лучшим в этой игре? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего матча. До свидания.